Так вы уже несколько раз услышали слово хронотип. Давайте разберемся наконец с тем, что это такое. Это у нас третий фактор. Напомню, у нас есть солнечное время, да, которое дает нам определенную привязку к внешней среде. У нас есть наши внутренние часы, которые автономно работают, но предпочитают солнце и свет для синхронизации. У нас есть социальный ритм жизни. Это то, когда нам нужно на работу, на учебу, когда нам нужно выдавать результаты, когда мы вынуждены тренироваться, когда мы вынуждены отходить ко сну, когда мы вынуждены тусоваться в конце концов. И теперь третье, хронотип. То, в общем-то, какими создала нас природа. Ну, здесь сначала, да, я хотел просто вспомнить историю про то, что каждый час до полуночи засчитывается за два. Ну, если вы помните, такая популярная очень в интернете бродила, не знаю, картинка, табличка. Мол, каждый час, который ты поспал до полуночи, он засчитывается за два, а каждый вот после полуночи это вот уже там, типа, имеет не то качество. Конечно, это все истории, ничего подобного нет, однако оптимальный промежуток сна и бодрствования, и питания, и работы он существует, и он сугубо индивидуален. Поэтому вот это деление на сов и жаворонков, оно действительно имеет место быть, хотя там все немножечко интереснее. Выделяют три основных хронотипа человека. Это очень большое обобщение. Ранний хронотип – это утренний, это жаворонки, 20% населения. Промежуточный хронотип – нормальный, это так называемые голуби. И поздний хронотип – вечерний, совы, тоже 20%. Между ними нет жесткой границы. То есть очень плавно идет это распределение, но если вы посмотрите на график справа, это пример распределения хронотипов из немецкой популяции. Цифры внизу показывают то время, которое человек спал. Ну, в данном исследовании тут использовались данные того, как человек спит в выходные дни, потому что в выходные дни человек социально не привязан, он не вынужден просыпаться по будильнику, засыпать тогда, чтобы утром встать на работу. И это выдает в нем его естественный хронотип. Вы видите это распределение. Ну, то есть большинство людей, они все-таки нормальные. Они вот как бы лечь где-то с 11 или максимум там, в час, да, наверное, между 12 часами и нормально встать утром. Очень ранние хронотипы, кому очень рано хочется в постель, и тем, кому хочется в нее под утро, все-таки их или нас достаточно мало. Я хочу обратить ваше внимание, что в данном распределении используется астрономическое, то есть солнечное время. Мы с вами живем в часовых поясах. Часовые пояса немного не совпадают с солнечным временем. Так, к примеру, когда у нас по Солнцу полдень, в Краснодаре это будет 12:24, то есть смещение на 24 минуты. В Москве это 12:30, ну, то есть смещение уже на полчаса, да. А в Питере это 13 часов, то есть разница в час. Ну, и если мы посмотрим, да, естественным образом, как эти хронотипы, какие они имеют свойства. Жаворонки – это те, кто легко и естественно просыпается в 4-6 часов утра по солнечному времени. Ну и засыпает, соответственно, рано, там, с 8 до 10 часов у них идет засыпание. И это им естественно, им приятно, им нафиг не нужно сидеть там как-то дольше. Голуби, тех, кого больше всего, это пробуждение в 6-8 часов утра оптимальное, это засыпание с 10 до полуночи, и это высокая активность, в принципе, в дневное время, на которое у нас в среднем выпадает нормальный рабочий день. И у них есть провал, зачастую, да, сниженная активность, которая примерно выпадает на обеденный перерыв, там, совмещается прекрасно с некой обеденной сонливостью. Совы – это пробуждение с 8 до 10 в среднем, но может быть и позднее. Это засыпание после полуночи, и это подъем в уровне активности после 16 часов дня. Ну, как я уже сказал, да, определить свой хронотип можно в выходные дни, еще лучше в отпуске, когда есть возможность компенсировать недосып, ну, то есть отоспаться и посмотреть, да, когда ты никак не привязан к внешним факторам, во сколько ты будешь засыпать, во сколько ты будешь просыпаться, когда хочется тебе, а не когда этого требуют обстоятельства. Естественно, имеет смысл сделать некоторую поправку на солнечное время, а не просто на местное.
Также прекрасно рассчитывает хронотип тестирования Хорна Остберга. Буквально 5-7 минут, и все вопросы с тем, какому ты хронотипу принадлежишь, они, в общем-то, решаются сами с собой. В России сейчас 11 часовых поясов. И несмотря на то, что московское время несколько, как бы так, оно перерастянуто на соседние субъекты в целях, ну, как там, синхронизации экономики, да, в целом, то, что сейчас в России, это близко к норме, потому что Российская Федерация, она в целом простирается на 11,5 географических поясов, да, если смотреть по географии. Отказ от перехода на летнее время, он скорее бережет здоровье, причем наша зимняя наиболее приближена к естественным циркадным ритмам. Поэтому с этой стороны, с этой точки зрения у нас сделано более или менее нормально. Например, Китаю в этом смысле конкретно не повезло. Там один световой пояс натянули на 5 географических. А, Увеличение размера часовых зон приводит к рассогласованию с биологическими часами, и это приводит к ухудшению самочувствия и здоровья. В общем, для Китая эта история, она прям максимально нездоровая. Хронотип – это штука скорее врожденная. И хотя дети и старики в основном жаворонки, к 20 годам и до старости мы в основном придерживаемся своего основного типа. И подстраивать ритм жизни под свой хронотип – это реально здоровая идея. Хотя стоит отметить, что при исключении искусственного света человек эффективно подстраивается под естественные циклы. Начало биологической ночи начинается вторым закатом, а поздние хронотипы довольно эффективно смещаются к центру, подстраиваясь под режим природный. Сила влияния хронотипа. Хронотипы имеют своеобразно, но довольно естественно смещенные ритмы. Соответственно, у жаворонков утренний пик выработки кортизола находится раньше. У них же раньше наступает пик работоспособности, раньше максимального значения достигает температура тела, раньше начинает вырабатываться мелатонин. У сов то же самое, только раньше можно заменить на позже. То есть пик кортизола позже, пик работоспособности позже, ну и так далее по аналогии. В этом смысле голуби идеально совпадают с социальным расписанием, у жаворонков тоже все очень хорошо, а вот у сов все не очень. Совы конкретно выбиваются из нормальных социальных ритмов. Если мы берем исследования, которые изучают атлетизм разных хронотипов, то здесь мы тоже увидим довольно интересное. Не слева, справа. Писал слева, на самом деле справа. Показатели пиковой производительности атлетов высокого класса. Тестировали челночный бег. Обратите внимание, да, у жаворонков пик приходится на обед, вот 13 часов дня, ну, с 13 до 16, вот наш пик. У голубей пик пришелся на 16, и достаточно высок был в 19 часов. У сов пик работоспособности в 19 часов только наступил. Вот он, в 19 часов, вот он расположился. То есть, когда уже у большинства людей рабочий день закончился, вот здесь самый максимальный подъем. Понятно, что рассинхронизация идет просто конкретная. Совиный ритм, будучи наложенным на традиционный для более ранних типов распорядок, приводит к целому ряду проблем. Значит, совы хуже учатся в школьные и универские годы, ибо время, на которое выпадает учеба, совершенно не совпадает с их пиком продуктивности. Ну, что физической, что умственной. Совы склонны ложиться поздно, но вынуждены вставать рано из-за расписания, чтобы затем досыпать на выходных. Получается значительная рассинхронизация между буднями и выходными днями. В то же время жаворонки и голуби придерживаются примерно одного времени отхода ко сну и подъему, и потому вообще почти не сталкиваются с подобной проблемой. Жаворонки труднее переносят ночные смены, имеют более короткий и менее качественный сон после. А у биологических сов то же самое с утренними сменами. То есть, ну, хоть здесь как-то можно уже там подстраивать себя. Поздние хронотипы вообще ассоциированы с рисками развития диабета второго типа, переносом большей части калорий на позднее время, худшим качеством диеты, а причиной всему этому служит социальный джетлаг, рассинхронизация с социумом и с солнцем, плюс накапливающийся недосып, дефицит сна.
Еще совиный хронотип более ассоциирован с агрессией, но объясняют это не повышенным тестостероном, об этом немножко позже, а как раз рассинхроном и недосыпом в будни. С другой стороны, при значительном увеличении продолжительности светового дня, это вот наступает обычно в регионах близких к полюсам, начало выработки мелатонина в ответ на снижение количества света отодвигается на более позднее, на совиное время. И совы при таком раскладе засыпают также хорошо, без всяких проблем, а вот жаворонки начинают страдать и засыпают дольше. В формате периодического голодания жаворонкам трудно дается пропуск завтрака и легко дается пропуск ужина. Позавтракав, они получают сытость и заряд энергии, поэтому жаворонкам пропускать завтрак категорически не стоит. Для сов все наоборот, пропуск завтрака дается легко, а ужин является вот уже главным приемом пищи. Но, опять же, да, помним, что в ряде случаев он может негативно влиять на показатели здоровья, если употребляется прямо в ночь. Логичный вопрос был, да, есть ли вообще плюсы какие-то у сов? Оказалось, что они есть. Поздние типы обладают более креативным мышлением, причем сохраняют его и в позднем возрасте. Поздний хронотип ассоциирован с более высокими значениями тестостерона. Дальше, конечно, плюс спорный, ну, для кого-то плюс. Наверное, не для этих людей, а для тех, кто с ними встречается или сталкивается, скажем так. Женщины-совы имеют более раскованное поведение и склонность к случайным половым связям. Самое занимательное, что к мужчинам это не относится. А, Что это называлось? Это называется хроносексуалы. Социосексуалы, вот, социосексуалы. Эх, Ну, вот такое. У сов острее интеллект, но хуже оценки. А с жаворонками дела обстоят ровно наоборот. Ну, оценка интеллекта напрямую зависит от хронотипа, а оценки вот как раз из-за того самого социального джетлага. Ну и давайте добавим теперь, совместим все переменные, все возможные переменные, да, и хронотип, и социум, и еще ночную работу или сменную работу. Что касается ожирения. При наличии ночных смен люди склонны смещать значительную часть съедаемого на ночное время, хотя общее количество съедаемого не увеличивается по сравнению с нормальным привычным. Это в одних исследованиях. Вот Флэнаган, 2020 год. Другие исследования предполагают, что переедание вполне возможно из-за вызываемого рассинхронизации нарушения аппетита. Одолевает ли человека ночной жор или нет, может зависеть от его хронотипа, от накопившегося недосыпа или нестабильности режима. Например, когда часть ночей занята работой, а остальные ну, как бы не заняты, и поэтому там сон. Нет однозначного мнения о влиянии хронотипа на индекс массы тела или на ожирение. Часть исследований находит связь между поздними типами, другие этой связи не находят. Однако существует наблюдение, что более ранние типы имеют большую склонность к тренировкам, к тому, чтобы быть в режиме, поздние к повышенному потреблению калорий, а также к повышенному потреблению белка, холестерина, сахара. Ну, в общем, все то, что у нас считается типичной западной диетой и чаще всего сопровождает ожирение. Скорее, в целом, это про образ жизни, а не причинно-следственная связь хронотипа там, и склонности к ожирению. Далее, хронотипы, ночная работа и здоровье. Существует ассоциативная связь между хронотипами и диабетом. Ранние типы, работающие в обычном режиме, страдают им реже, чем они же в ночные смены. Поздние ровно наоборот. Хотя поздний тип в целом ассоциирован с повышенными триглицеридами крови, с инсулинорезистентностью. Опять же, потенциальная причина – это рваный график и недостаток сна в ночное время. Риск развития рака также повышен у тех, чье время работы не совпадает с хронотипом, либо у кого плавающий график смен. Ну, я напоминаю, мы про это уже немножко говорили, когда касались пилотов и стюардов. Качество сна и самочувствие. Сменная работа омрачала их для любого хронотипа, однако было хуже, если рабочее время постоянно не совпадает с типом человека. Вообще не стоит забывать о наличии связи между депрессиями, перееданиями и ожирением. Поэтому вклад ночных смен или промашки мимо хронотипа в ожирение может быть не прямым, а косвенным. Самые различные исследования отмечают, что конкретный хронотип не связан напрямую с теми или иными осложнениями по здоровью, а вот рассинхронизация хронотипа со временем бодрствования и работы как раз связаны.
Итого, попробуем обобщить все то, что мы сейчас узнали. Таким образом, нас, ну хотя потенциально не всех, кому-то повезло больше, кому-то меньше, тянут в разные стороны. Наш хронотип, солнечные сутки и социальные сутки, социальное расписание. Но все это еще накладывается, да, четвертым фактором может быть посменная работа, когда мы не просто работаем в ночное время, да, когда мы то работаем, то не работаем, то спим, то не спим. Вот это наносит еще больше урон. Солом в этом смысле повезло минимально. Социум в целом рассчитан на более ранние хронотипы, а совиный пик производительности расходится с типичным рабочим и учебным днем. А, Также совы же не досыпают в будни, компенсируют выходные, переедают на ночь и ловят социальный джетлаг. Длина дня и ночи зачастую расходится с социальной. Ну, мы говорим уже про день и ночь на улице. Некоторые регионы находятся в худшем положении. В них можно прийти на работу, когда еще темно, а выйти, когда уже темно. Это, естественно, не очень хорошо. А, Что еще влияет? Недостаток света в помещении днем, избыток света вечером. Ну и работа в ночные смены, и всякие социальные истории, вроде клубных ночей на выходных, да, они тоже наносят ущерб. В принципе, те люди, у которых всегда есть клубные выходные, то есть вот он все будни живет как нормальный человек, а в выходные у него все переворачивается, ну, тоже не очень хорошая и полезная история. Ну и здесь я привожу, я решил, что нет ничего лучше, чем привести басню Крылова про лебедя, щуку и рака. И это вот наш хронотип, солнечные сутки и социальный режим, которые тянут нас в разные стороны, и нам бы их как-то сонаправить. Что с этим можно поделать? Ну, если это возможно, то максимально синхронизировать, да, хронотип, солнечное и социальное время. Если это возможно, то жить и работать в соответствии со своим хронотипом. Но я прекрасно понимаю, что это возможно не для всех. В любом случае, максимально упорядочить режим сна, бодрствования, приема пищи и тренинга. Сделать в этом смысле выходные максимально похожими на будни. По возможности избегать плавающего графика и ночных смен, потому как они автоматически рвут режим. Опять же, я понимаю, что это доступно совершенно не всем. Работа у всех разная, но делай, что можешь с тем, что имеешь. Человек вообще склонен хорошо адаптироваться к конкретным расписаниям, и если мы спим в конкретное время, едим в конкретное время, тренируемся в конкретное время, можно очень-очень неплохо синхронизироваться. Далее, стоит искать возможность провести 30 и более минут в день на солнце. Лучше утром, то есть помогать организму переключиться в состояние бодрствования и дня. И вообще в целом больше света днем. Можно специально использовать лампу синего спектра. Они продаются. Они как раз для того, чтобы люди, живущие в северных регионах или те, у кого затяжная ночь, могли ее включать, да, и получать тот самый синий спектр и нормализовать свои ритмы. Далее. Сократить количество пищи и яркого света в позднее время. А, Какое время считать поздним? С одной стороны, можно говорить, что когда наступают сумерки, наверное, это было бы идеально, да, что если с закатом солнца мы гасим весь свет максимально и гасим все гаджеты и максимально синхронизируемся с солнечным режимом, но и при этом еще перестаем есть. Или едим последний раз и дальше уже не едим. Это все в идеальных условиях. Понятно, что в реальности никто так делать не будет. Можно сделать поправку на то, что у нас все еще есть электрический свет, и он по-любому несколько отложит этот синтез. У нас есть наблюдение с тем, между во сколько мы встали и во сколько у нас начнет вырабатываться мелатонин. Те самые условно 13,5 часов. Условно, потому что это время тоже может двигаться вперед-назад. Если у тебя скапливается недосып, конечно, оно будет двигаться назад. И, конечно, еще поправка на хронотип, потому что без привязки к внешним факторам, к свету, более поздних хронотипов, естественным образом, эта выработка начинает происходить позже. Другое дело, что поздние хронотипы, они все равно фанаты поесть прямо перед сном, или проснуться посреди ночи и плотненько поесть, и тем более чего-нибудь вредоносного. Поэтому здесь просто здравый смысл. В идеале последний прием пищи делать за 2-3 часа до сна. Ну, предполагается, что у нас есть некий режим, и мы понимаем, когда мы ляжем спать. И прекращение использования гаджетов за 1-2 часа до сна.
Перенос большей части калорий к началу дня важен тем, у кого есть метаболические нарушения, и тем, кто не тренируется. И вот здесь тоже, да, у нас имеет смысл немножечко дополнить. Спорт очень сильно выручает. Тренинг, как известно, да, из прошлых лекций, повышает чувствительность к инсулину. Поэтому он способен временно поправить чувствительность к инсулину у резистентных и у тех, у кого сурово сбит режим. Чувствительность к инсулину повышается на 24 часа после тренировочной сессии, и чем более интенсивная сессия, тем оно эффективнее. Поэтому хорошая тренировка с отягощениями, кроссфит, возможно, спринты, а не вяло-ленивый бег, они как раз дадут максимальный результат. В общем, я бы в очередной раз, для тех, кто это еще не сделал, задумывался бы о том, как это сделать в ежедневной практике, потому что для тех, кто тренируется ежедневно, многие из рекомендаций и ограничений, они как бы уходят очень сильно на второй план. То же касается мышечного синтеза. Недосып снижает уровень мышечного синтеза, но недосып плюс силовой тренинг и мышечный синтез, в принципе, снова на том же уровне, на котором он был бы, если бы человек спал нормально. Как будто недосыпа и не бывало. Но, опять же, да, я прошу вас вспомнить о влиянии недосыпа, но на спортивные показатели и просто помнить, что хронический недосып, да, он вызовет снижение показателей, и тренировки будут все менее и менее эффективными. Они будут выполнять эту функцию, но в своей эффективности, в смысле прогресса, вы будете терять, и риск травмы, он будет расти. Более того, если руководствоваться переносом приемов пищи на более раннее время, и при этом тренироваться вечером, да, у нас уже получается, ну, некий логический дисконнект. И в таком случае, если мы тренируемся, да, тем более, если мы тренируемся вечером, прием пищи после тренировки и перед сном, опять же, порция белка, да, достойная, как минимум, будет куда более полезным действием, чем отказ от этого приема, потому что мы там все перенесли на утро. Есть, кстати говоря, некоторые исследования, которые говорят в пользу высокобелкового приема пищи перед сном. Их не очень много, то есть скорее мы должны признать это действие нейтральным, но уж точно никак не вредным, с любой точки зрения, и в смысле влияния на сон, и в смысле влияния на мышечный синтез. А, Также явно не стоит пренебрегать вечерними зажорами, если случилась социальная жизнь, да, давайте будем социально адекватны, или просто-напросто, если так, легче худеть. Опять же, да, давайте помнить про то, что некоторым людям, тем же самым совам, куда легче дается а, отказ от завтрака и перенос большого количества еды на ужин. Если мы худеем, в любом случае мы улучшаем наши метаболические показатели, мы улучшаем наше здоровье по целому ряду показателей. И это улучшение будет иметь больший вес, чем просто перенос пищевого окна на утро. Ну и в заключение, да, поговорим о факторах. Сейчас будет много пересекаться, ну, это как бы итог. Как повысить качество сна и вместе с этим качество жизни и, возможно, КПД. Первое. Темнота в комнате во время засыпания и сна. Особенно важна, если часть сна приходится на светлое время суток. А прохлада в комнате – еще один положительно влияющий фактор. Второе. Убрать яркий свет, в частности синий спектр, за 2-3 часа до сна. Солнечный свет, лампы дневного света, экраны устройств препятствуют нормальной выработке мелатонина, ибо прямо сигнализируют о том, что ложиться еще рано и солнце еще высоко. А, Учитывая, что в нашей реальности отказаться от них совсем это довольно проблематично, ну, может быть, мы можем отказаться за там, час-два до сна, да, но не в течение всего вечера. В телефонах имеется ночной режим. Для компьютеров также существуют приложения, убирающие синий спектр. Они эффективны, пользуйтесь ими. Правда, разница есть. То есть, если мы понимаем, что нам нужно засидеться за экраном ноутбука в ночь, и хочется уснуть в вполне конкретное время, спать эффективно, заснуть безотлагательно. Окей, во всех гаджетах делаем, по-моему, называется night shift или night mode, да, когда у нас отрубается синий спектр, экран становится таким желтовато-красным. То же самое прекрасно есть для ноутбуков. То же самое, да, мы можем выключить избыток верхнего света, и уже будет намного лучше.
Также есть специальные блокирующие синий спектр очки. Это уже для маньяков режима. Это очки с красными стеклами, точно так же блокируют синий спектр. Но, честно говоря, выглядят они не слишком социально, и я себе такие даже искать не стал. Но, может быть, кто-то решит поэкспериментировать. Говорят, что они работают, и, в общем-то, очень даже хорошо. Третье. Больше света в течение дня. Как минимум выбираемся на солнечный свет ежедневно. Это особенно важно в первой половине дня, опять же, да, то самое переключение. Повышается качество сна, несмотря на то, что мы вроде как проспались, да, и вышли на свет. Но это все работает во взаимосвязи. Повышается качество сна, продуктивность, самочувствие. Если солнце в силу каких-то причин недоступно, то яркий искусственный свет приходит на замену. В данном случае рекомендуются лампы яркостью от 2500 до 10 тысяч люкс. То есть, правда, яркие. Физические нагрузки положительно сказываются на качестве сна, даже если тренировка была поздняя и засыпать трудно. Постоянный распорядок, касались его уже. Даже если рассинхронизация с солнечным временем высока, постоянный режим отхода ко сну и подъемов намного лучше, чем рваный график. Это же касается времени тренировки, это же касается времени приема пищи. Люди, живущие в режиме, имеют лучшее качество сна и в целом стройнее. Мелатонин, прием его, да, особенно если есть желание нормализовать распорядок и создать привычку засыпать в определенное время. Световой режим все равно необходимо соблюдать. А, Ну и последнее, что стоит помнить, да, это то, что сон цикличен. У большинства людей эти циклы примерно равны 90 минутам, поэтому планировать сон лучше в формате либо 6, либо 7,5, либо 9 часов. Ну, и плюс заложить время на засыпание. Ну, либо то же самое, но с умным будильником. На этом в теме про сон у меня пока что все. Оставляю вас наедине с размышлениями о том, как дальше спать.